Сегодня удалось прокатиться на этом замечательном автомобиле. Это Lotus Elise S второго поколения. Он представляет из себя пространственную алюминиевую раму, покрытую кузовом из композитных материалов. Двигатель Toyota развивает 136 лошадиных сил, механическая коробка и открытый дифференциал. Шины заводские и очень старые. Диски также оригинальные. Тормоза двухпоршневые спереди и скобы сзади. Тормозные диски заменены на двухсоставные. Подвеска двухрычажная, как спереди, так и сзади. Панель приборов заменена на AIM MX2E, а также установлены дополнительные приборы. Я прокатился, и что я почувствовал? Это, естественно, среднемоторный автомобиль, и он очень классно вращается. Это хорошо чувствуется, достаточно даже на небольшой скорости городской там, повернуть руль, и ты уже ощущаешь, что вот этот момент, который мешает обычной машине сменить курс, он очень маленькая эта инерция, и она легко закручивается. Также среднемоторная компоновка позволяет открываться на самом апексе почти в полный газ. И все это происходит как-то так лаконично и понятно. Нету блокировки дифференциала, но в какой-то мере это даже плюс, потому что в середине поворота есть возможность газ нажимать пораньше, и он не вывозит как бы машину наружу поворота, а вместо этого оно чуть-чуть пробуксовывает, и это позволяет поддерживать момент. И когда, наконец, ты выходишь из поворота и получаешь опору, это придает тебе дополнительное ускорение. Посадка немножко неудобная, но это поправимо. Запас по салазкам, то есть отодвинуть сиденье можно. Было бы неплохо подвинуть руль немножко на себя. Странная какая-то посадка, особенно вот по ногам, они страдают больше всего. Я немножко удивился тому, что мощности хоть и мало, но она достаточно веселая, все время едет на высоких оборотах. В общем, машина очень прозрачная, очень понятная, и на ней хочется вот всегда немножко так чуть-чуть поскользить, так вправить ее в поворот, и чтобы она так доворачивала, и ты это использовал для того, чтобы нажать газ как можно раньше и не отпускать его, чтобы она вот вышла из поворота, потому что мощности не очень много. Мы встретились с Станиславом, владельцем этого прекрасного автомобиля. Какая машина была до этого? Почему ты пришел к Lotus? Была Mazda RX-8. Да, эта машина до сих пор в моем сердечке. Почему Lotus? Не знаю. Потому что увидел в продаже. Ну, предпосылки какие были? Хочется опять вернуться в Time Attack. Хочется опять вернуться в трек. Если бы не Lotus, это была бы Mazda последнего поколения MX-5 NZ. Я целился изначально на нее, но так получилось, что попался в продаже Lotus. Увидели, смотрели. Там было очень хорошее, выгодное предложение. Да. Наверное,
по самому низу рынка. За те деньги, за те, которые отдавали, это, в принципе, адекватно. Нравится ли тебе внешность Лотуса? Он гораздо больше нравится снаружи, нежели внутри. Это очень-очень красивая машина. Ну, просто, возможно, к каким-то привести ее к более жирным заводским версиям. Да. Есть ли ощущение чего-то уникального? Вот что Конечно. это что-то такое прям необычное? Конечно, да, Lotus это, в принципе, уникальная машина. Да, этим приятно обладать, этим приятно так. Раз в месяц выехать, прокатиться, ну, вот именно уникальность эту почувствовать. Да, конечно. Комфортно ли ехать и находиться внутри машины? Нет, это абсолютно некомфортная машина. Первое ощущение именно, когда я первый раз сел за руль, отдал деньги уже, это вот «Жигули». Оно все поскрипывает, оно все довольно жесткое. Ощущаешь ли, что у тебя все под контролем? Страшно ли на нем ездить? Даже вот на подубитых шинах старых, чувствуешь, когда она уже начинает заворачиваться, закручиваться и уходить в занос. То есть, наверное, первые выезды, конечно же, страшно, как на любой машине, когда ты ее не ощущаешь. Но когда к ней прикатался, в принципе, понимаешь ее грани. Сколько примерно времени прошло, как ты ей владеешь? Около полгода, да. Что ты успел сделать за эти полгода с этой машиной? А вот буквально исправить косячки, там, с приборкой заменить на более такую понтовую от АИМ. Не просится что-то вот прям сделать с машиной? Мотор. Хочется больше мотора еще. Ну, хотелось бы больше, то есть раз в месяц выехать, да, это прикольно. То есть вот даже сегодня мы выехали, это такое, такая она подрывает. Это все прикольно ощущается, но когда чуть-чуть больше покатаешься на ней, да, хочется уже чуть-чуть более такого перчинки, какого-то безумия от автомобиля, чтобы, было немножечко страшно. Какие планы тогда на ближайшее будущее? На самом деле, на ближайшее будущее больше не мотор, больше заменить диски на более легкие и заменить резину. Какие-то проблемы, с которыми ты столкнулся только тогда, когда уже купил и прошло пару дней, ты повладел машиной? Легко чинится, достаточно стандартные запчасти, довольно дешевые. Проблемы, те, которые я уже обнаружил, они не какие-то серьезные. Большая проблема именно с приборками, то, что они отваливаются и их сложно чинить. И одно из решений – это покупать АИМ. Поэтому Стас просто взял и поменял ее на гоночную. Тогда наоборот, что приятно тебя удивило? Наверное, больше всего удивили цены, и приятно в том плане, что это не какая-то там, это даже не Porsche, это тем более там не класс выше, там Ferrari, где там... То есть, когда не знаешь о такого класса машинах, то думаешь, что это какая-то суперэкзотика? Да, единственное, что, конечно же, нужно беречь передний клемшелл, переднюю вот эту вот скорлупу, заднюю скорлупу. И, к сожалению, незаменяемый элемент, пороги пластиковые, это вот то, что стоит беречь. Обычная такая дейли эксплуатация. Нет. Это возможно вообще? Съездить, не знаю, на работу или в магазин за покупкой? Это можно делать. Другое дело, что насколько это комфортно. То есть проем машины, он довольно маленький, у него неудобно залазить. Если это какая-то тесная парковка, скорее всего, вы будете залазить так, что вы будете снимать крышу и как-то сверху залазить, либо вы будете просто толкать машину, лишь бы выгнать на какой-то более просторный участок. Так как это происходит у меня. То есть залазить крайне неудобно. И лишний раз вылазить из нее тоже не хочется. Если дождь, да, тебе хочется сгонять на работу, чтобы не обмочить ноги. Нет, лучше вызвать такси. Стоимость расходников, шин, топлива. Шины дешевые, если перейти на 15-16. Но шины маленькие. Шины маленькие. Колеса маленькие и недорогие. Это в районе $500. И расход топлива тоже, наверное, небольшой. 5-6, наверное, по трассе. Но если гонять, понятное дело, там уже другие совсем цифры, и засечь их невозможно. Для чего эта машина вообще? Для выезда раз в месяц, кайфануть. По городу, за город, на трек. Неважно. Если бы ты поехал в какие-нибудь горы, ты бы кайфанул? Добраться до этих гор, там, с Варшавы, на Лотусе. Больной процесс.